Дорогие друзья, нежнейшая обвязка. Выполнена она буквально, точнее состоит буквально из двух рядов, то есть это идут ряд столбиков и ряд сложных столбиков. И именно эти сложные столбики придают нашей обвязке просто шикарный вид. Видите, да, с пико очень интересно и красиво смотрится вот такой сложный столбик, который мы с вами научимся сегодня вязать. Причем обвязочка идеально смотрится как по одной стороне, так и по другой. Ну, то есть и одна, и другая сторона обвязки красиво, интересно смотрится. Давайте я подниму. Видите, да, наши волшебные сложные столбики. Смотрятся очень ажурно, вяжутся очень просто, и присоединяйтесь. Не забывайте подписываться на мой канал, писать в комментариях, что у вас получилось. Для работы нам потребуется крючок 1,4. Я использую пряжу 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Конечно же, вы можете взять буквально любую пряжу и подобрать под нее крючок. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашей обвязки с 61 воздушной петли. На что я обращаю ваше внимание? Раппорт в ширину 20 петель. Вы выполняете любое количество петель, которое делится на 20. Плюс 1 петля у нас будет для симметрии. Я выполняю 60 воздушных петелечек. И приступаем. Цепочечку выполняю. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее, пока у меня цепочка не будет из 61 воздушной петли. Мы с вами выполнили цепочку. Цепочка у меня из 61 воздушной петли. Дальше мы будем выполнять ряд столбиков. Столбики у меня будут с накидом, с пико и без. Как мы это делаем? Мы с вами выполняем сначала 3 воздушные петелечки подъема. Выполнили накид на крючок. Далее я ввожу крючок очень внимательно. 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю от крючка. И выполняю столбик с накидом. Этот столбик с накидом я буду выполнять с пико. 1, 2, 3. Ввожу крючок вот таким образом и провязываю пико. Пико из 3 воздушных петель. Смотрите, первые воздушные петелечки у меня заменили самый первый столбик. Далее у меня идет столбик с пико. И далее мы будем с вами чередовать. Один у нас столбик с вами будет без пико, а один с пико. И так мы будем выполнять до конца нашей цепочки. Выполнили без пико и дальше с пико. Я выполню, вы продолжите самостоятельно. Очень все просто. 1, 2, 3 и пико. Итак, мы с вами выполняем целый ряд. Один столбик у нас без пико и один с пико. Чередуем. Мы с вами, как и договаривались, выполнили ряд. Видите, чередовали столбики с накидом с пико и без. И продолжим с вами нашу работу. Будем выполнять ряд обвязки, ряд сложных столбиков. Как мы это будем делать? Я выполняю 1 петлю подъема и работу разворачиваю. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Выполнили. Далее смотрите очень внимательно. Я на крючок выполняю накид. 7 накидов на крючок, то есть накиды выполняю на крючок. И считаю 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Выполнили. Далее я отсчитываю, считаю пико, и между пико у нас еще вершинка столбика. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот в 10-ю вершинку я ввожу крючок и провязываю свой столбик с 7 накидами. 1. Обязательно провязывание, при провязывании я просчитываю 2, 3, 4, 5, 6, 7 и завершила выполнение. Далее я выполняю пико из 3 воздушных петель. Как я это делаю? 3 петелечки. Ввожу крючок в вершинку вот таким образом. Видите, я прямо сверху завожу крючок и захватываю 2 нити. И выполняю соединительную. Мой столбик с 7 накидами готов. И пико на вершинке. Далее, это первый столбик сложного столбика. Далее я выполняю 6 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Обязательно накиды прижимайте друг к другу, придерживайте пальчиком, чтобы был аккуратненький столбик. И теперь смотрите. Видите, вот мой первый накид, который я провязала. Я захватываю накид и нить столбика. Ввожу крючок и провязываю мой столбик 6 накидами. Считаю 2, 3, 4, 5, 6 и 2 петелечки вместе. Далее пико из 3 воздушных. Вот таким образом. Еще раз. Столбик теперь уже будет с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же в предыдущий столбик я ввожу крючок, захватываю накид и нить столбика. И провязываю. И провязываю столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе и пико. Выполнили. Продолжаем. Столбик с 4 накидами. Точно так же в предыдущий столбик. Накид и нить столбика. И провязываем. 1, 2, 3, 4. И далее пико из 3. Следующий столбик с 3 накидами. И точно так же в предыдущий. Считаем. 1, 2, 3. И пико из 3. Далее столбик с 2 накидами. И опять же в предыдущий столбик захватываем накид и нить столбика. И провязываем столбик с 2 накидами. И пико. И столбик с 1 накидом. Предыдущий столбик, накид, нить столбика и провязываем. Пико из 3 воздушных. Я остановлюсь. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Поправлю наш столбик вот так.
Видите, ровно половинка нашего сложного столбика готова. И мы с вами перейдем на выполнение второй нашей половинки. И переходим на выполнение второй части нашего сложного столбика. Разворачиваем работу поудобнее. И теперь выполняем один накид на крючок и будем провязывать уже, вот видите, туда, куда мы с вами провязывали наш столбик. То есть вот уже в провязанный накид и ниточку нашего столбика. Вот таким образом провязываем столбик с накидом. И пико, чтобы симметрично и красиво смотрелось. Далее столбик с двумя накидами. В следующую, видите, вот провязано, и мы просто сюда же вводим крючок и столбик с двумя накидами. Теперь у нас будет идти по нарастающей, то есть пико из 3 воздушных, и следующий наш с вами столбик будет уже идти с 3 накидами. Опять же, видите, вот провязанный с 3 и пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 и пико. Далее столбик с 4 накидами. Опять же, накиды прижимаем аккуратненько и вводим крючок уже провязанный, видите, в то место, где уже провязан столбик. Считаем 3, 4, 2 вместе и 1, 2, 3 и выполняем. Далее с 5 накидами 3, 4, 5 наш столбик с 5 накидами. Не спешите. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. И 6 накидами. 3, 4, 5, 6. Это у нас последний столбик, видите, вот. Мы провязываем. Опять же столбик с 6 накидами и пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и пико из 3 воздушных. Я поправлю свой столбик, но я завершу выполнение, то есть закреплю его. Смотрите, я выполняю 3 воздушные петелечки. Далее я отсчитываю пико, столбик с пико и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот в 10-ю вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И далее будет уже выполнение сложного столбика следующего. Мы с вами все аккуратненько поправляем и смотрим, что у нас получилось. Давайте я положу, и хорошо будет видно. Вот такой красивый сложный столбик у нас с вами получился. Видите, да? Нежненькая ажурная обвязочка. Причем очень красиво смотрится эта обвязка как с этой стороны, так если вы перевернете, он будет красиво и интересно смотреться и с этой стороны. Вот видите. Давайте я подниму. Немножко вот так поправлю. И очень хорошо и красиво смотрится как с одной стороны, так и с другой. Что мы далее с вами выполняем? Мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных. Раз, два, три. И начинаем 7 накидов на крючок и начинаем выполнение нашего сложного столбика.
То есть все выполняется точно так же. И как я и говорила, у нас с вами раппорт в ширину 20 петель. То есть если мы возьмем от этого пико и до провязанного нашего столбика, это получится 20 петелечек. И естественно одна петля у нас вот петля одна, здесь столбик и воздушная петля подъема. Это все делается уже для симметрии. Продолжайте самостоятельно делать обвязочку на необходимую вам длину. Мы с вами рассмотрели выполнение вот такого красивого и сложного столбика. Видите, выполнили один сложный столбик, и наша обвязка готова. Дорогие друзья, научились с вами сегодня вязать вот такую волшебную обвязочку из сложных столбиков, очень нежную, красивую. Основа вашего изделия может буквально быть любой, могут быть просто столбики, причем вот эти столбики вы можете сделать без пико, а именно сложный столбик при обвязке изделия будет смотреться очень красиво, нежно, ажурно и достаточно просто. Спасибо, что вязали вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, где вы использовали и что у вас получилось. Одинаково красиво, как я уже говорила, смотрится по одной стороне. Я переверну, то есть как скатерть, покрывало, буквально любое изделие вы можете обвязать, и будет хорошо смотреться как одна, так и другая сторона обвязочки. Творческих вам успехов!